Здравствуйте, авиаторы и не только! Добро пожаловать на канал Пилот-Инженер. В сегодняшнем видео вы узнаете, какие силы действуют на самолет в полете и как он совершает маневры в воздухе. Для примера рассмотрим самолет классической схемы, хотя почти все из данного видео относится к любому другому самолету. В полете на самолет действуют 4 основные силы. Нет, не эти силы. На самом деле это подъемная сила, сила тяжести, сила тяги двигателя и сила лобового сопротивления. В устойчивом горизонтальном полете с постоянной скоростью все силы, действующие на самолет, уравновешены, или по первому закону Ньютона их равнодействующая равна нулю. В таком состоянии самолет летит с постоянной скоростью, на одной высоте, то есть он не снижается, не набирает высоту, не разгоняется и не тормозит. Пространственная ориентация самолета задается относительно 3 осей. Продольная ось X направлена в сторону полета и называется осью крена. Поперечная Y смотрит в сторону правой консоли и называется осью тангажа. Вертикальная Z называется осью рыскания. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Échappons-nous vers l'horizon. Как вы понимаете, самолетам необходимо менять свое пространственное положение и траекторию полета, будь то заход на посадку, смена курса или боевой разворот. Для изменения траектории самолету необходимо изменять свою ориентацию в пространстве, чтобы направлять аэродинамические силы в нужную сторону. Это делается при помощи управляющих аэродинамических поверхностей. Их суть состоит в том, чтобы по команде летчика создать нескомпенсированную силу, которая, в свою очередь, вызовет возникновение момента относительно нужной оси. Рассмотрим на примере. На оперении самолета имеются рули высоты, которые представляют собой отклоняемые фрагменты оперения. Они могут отклоняться вверх и вниз. Для набора высоты летчик тянет штурвал или ручку на себя. Через систему управления это воздействие передается исполнительным механизмам рулей. При отклонении руля высоты увеличивается путь, который должен пройти воздух по одной из поверхностей. Следовательно, меняется его скорость. По закону Бернулли, об этом на канале есть специальное видео, по подсказке можете его посмотреть. Изменение скорости вызывает изменение давления и возникает дополнительная сила. Эта сила ничем не скомпенсирована и вызывает момент относительно поперечной оси, пропорциональной величине силы и плечу. Плечо берется от центра масс. То же самое и по другим осям. По крену используются элероны. Они размещаются на консолях крыла. Для управления по крену летчик отклоняет штурвал или ручку в сторону необходимого вращения, другими словами, в сторону, куда он хочет наклонить самолет. Здесь момент возникает относительно продольной оси. Для рыскания используется руль направления, который находится на киле. Руль направления отклоняется с помощью педалей. Он вызывает момент по вертикальной оси. Итак, это были основы управления самолетом в пространстве. В одном из следующих видео будут раскрыты темы задачи положения самолета в пространстве, о том, что такое высота, воздушная, путевая и вертикальная скорости. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайки и до новых встреч на канале Пилот-Инженер.